Надеюсь, меня будет хорошо слышно. Ну что, мужики, здорово. Это абсолютно незапланированное видео, скажем так, мужской подкаст. Это мой верный конь Иль-200. Мы находимся в сибирской тайге между двух горных речек. Вид у меня просто тут обалденный, лишь бы тут не вышел медведь. Надеюсь, его сегодня не будет. А связано это видео с тем, что данному каналу уже 3 года. Хотелось бы немножко рассказать, как так получилось, что мы начали снимать видео. Как он произошел, этот канал, и почему все-таки канал называется Серега Сергей, а меня Сергеем не зовут. Так что расскажу как есть. А если вам зашло такое видео, пишите в комментариях и добавим немножко больше разговорного жанра на этом канале. Обязательно досмотрите это видео до конца, так как в конце я все-таки расскажу, почему канал называется Серега Сергей, а меня Сергеем не зовут. И обязательно напишите в комментариях, заходит ли вам подобные видео разговорного жанра. И если вам понравилось, если это так, мы обязательно добавим такие видео на наш канал. Ну что, напомню, буквально в прошлом месяце этого года нашему каналу исполнилось 3 года, а началось все с того, что мой 4-летний сын Сергей захотел себе YouTube канал и снимать видео, видимо, посмотрев на YouTube остальных блогеров, захотел тоже быть креатором, то есть автором своего YouTube канала. Вот, собственно говоря, его первое видео. Соответственно, так как сына зовут Сергей, он попросил назвать канал своим именем. И, соответственно, я не знаю, почему он так выбрал, но он назвал его Серега Сергей. Чуть позже мы добавили еще серия. И получилась серия Серега Сергей. Объясню чуть позже, почему это имеет место быть в нашей семье. Некоторое время он поснимал ролики, я их выкладывал. Я ему помогал снимать, помогал маленько монтировать, как умею, и мы их выкладывали. Собственно говоря, ничего сверхъестественного. Наверное, это должен был быть обычный, типичный для Ютуба канал, который начали и бросили. Понятное дело, в связи с возрастом Сергея, каждый раз он не мог снимать видео в связи с садиком, а после школой. И тут подключался я, скидывая на этот канал все, что есть в галерее телефона. И один из таких видео, на мое удивление, получил 18 миллионов просмотров. Это очередное видео, где мы просто проводили выходной или будний день, я уж точно не помню. Вот это видео. Набрало оно 18 миллионов просмотров, и тут я понял, что канал бросать нельзя. Спустя какое-то время выкладывания, опять же повторюсь, просто все, что есть в галерее телефона, так сказать, нашей жизненной съемки, я выложил один небольшой ролик. Это с сестрой Сергея, Варварой. У нее, кстати, сейчас есть тоже свой канал. Вот он. Подпишитесь, там, кстати, тоже скоро будет интересно. Собираясь в отпуск, мы сняли одно небольшое видео про динозавра. Я не знаю, сколько сейчас там просмотров, но что-то там было в районе 1,5 или 3 миллионов просмотров. Это был уже второй знак того, что однозначно не стоит забрасывать канал и стоит потихоньку снимать. По крайней мере, мне так казалось. И с учетом то, что я обычный человек, у которого есть работа, быт, семья и свои какие-то дела, приходилось все это делать искренне по ночам, по вечерам, по ночам, иногда по утрам до работы. В общем, времени YouTube забирал много. И мне было жалко потраченное время просто спускать никуда. И я максимально не хотел бросать канал. Так появился на этом канале я. Появился не сразу. Появился практически на 3-й год существования канала. Я появлялся до этого, но за кадром. А появился в этом году, когда данного Иль-200 мы пытались разморозить после 5 дней простоя в минус 40. Ни разу не запускался, не прогревался, не заводился. И мы пытались его растопить и завести. Вот это видео. Оно зашло более чем на 1 миллион просмотров. Кстати, спасибо всем людям, которые комментировали. Много полезных советов. Спасибо вам большое, подписчики. Правда. Искренне. Много дельных советов. Много полезных советов. Спасибо, что все это время с нами. Спасибо вам огромное. Без вас этот канал, наверное, бы не имел смысла продолжения. Спасибо, что вы в команде. Так вот, это видео с Иль-200 неплохо разлетелось, и даже некоторые мои знакомые увидели это видео, хотя я про YouTube вообще абсолютно никому никогда не говорил. И они сказали, что вроде неплохо получается, неплохо смонтировано. Было бы классно, если бы ты продолжал. И как ни странно, маленько это меня подбодрило. Я просто начал больше выкладывать то, что есть в телефоне. Никаких особо сильно запланированных съемок особо не было. Да, в принципе, как и сейчас. Нету особо какого-то контент-плана, какой-то особой стратегии. Но, наверное, стоит уже об этом задуматься. Все-таки времени потрачено здесь немало. Надо было отключить звук.
кто-то звонит. Так, вернемся. По образованию я инженер, и никакого отношения к компьютерной IT-сфере, направлению контента и созданию контента я точно никогда не имел и особо сильно-то и не имею. Поэтому мне пришлось изучать новые для себя программы. Это Adobe Premiere Pro, на которой монтирую и сегодня, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Все эти программы мне пришлось изучать с нуля. Делал я это строго по статьям в интернете и по гайдам в YouTube. Спасибо всем, кто снимает пошаговые видео по работе в этих программах. Вы большие молодцы, ребята. Спасибо вам огромное. До этого у нас было два Subaru Forester. Первый в этом кузове. После него был второй уже в новом кузове. Это был 2022 год. Forester Sport. Отличный автомобиль. Но когда был Forester Sport, появился и данный Mitsubishi L200. Как второй автомобиль в семье. И был взят он специально для работы, для загородных поездок и для транспортировки определенных грузов. Так или иначе, могу посоветовать пикап, так как это самая незаменимая, наверное, машина в семье. Как я выбрал именно этот пикап? Выбор мой пал на Mitsubishi L200 с двигателем 4D56 на турбине, дизельный, на механической коробке передач. И на самом деле приобрел его у знакомого. Почему именно Mitsubishi L200? Наверное, самый простой и надежный в нашем регионе автомобиль, который имеет популярный спрос, а тем самым запчасти, обслуживание и расходники не составляют абсолютно никакой проблемы. Это достаточно недорогого обслуживания автомобиль и с маленьким расходом топлива. Почему я выбрал именно этот пикап и почему именно пикап, я рассказал в этом видео, не хотелось бы повторяться, просто гляньте, если есть такая возможность. Subaru Forester 2, который спорт, вот этот. Простоял полгода, и в семье потребностей не было, мы, соответственно, его продали. И тем самым наш рабочий автомобиль, вот этот Mitsubishi L200, стал единственным в семье. Надеюсь, мы об этом не пожалеем, но время покажет, как говорится. Так или иначе, я стал потихоньку снимать про сам автомобиль. Сейчас мы решили снимать то, как мы ездим в отпуск, как проводим досуг, как проводим время с машиной. Так как по просмотрам этих видео я понял, что спрос у аудитории есть, в том числе и посмотреть о пикапе истории, я решил снимать про него. Но на сегодняшний день мы также снимаем про отпуски, поездки и все, что так или иначе связано с пикапом. В машине мы проводим реально очень много времени. Чтобы не бросать канал, тем самым так я для канала нашел новую нишу и начал про это снимать. Но работа и дела никуда не делись, и, соответственно, я все продолжаю монтировать вечерами, ночами, с утрами перед работой, просто по возможности. Поэтому ролики выходят нечасто. С YouTube мы абсолютно ничего не зарабатываем, мы делаем в общей сложности это только для себя, для своего интереса, просто не хотим бросать канал. Сейчас Сергей все-таки мне пытается помогать и потихоньку подключается к созданию контента. И все-таки возвращаясь к теме, почему канал называется серия Серега Сергей. Серия — это мой сын, его дед — это Сергей, а его прапрадед тоже Сергей. Поэтому канал называется серия Серега Сергей. А меня зовут Борис, так же как моего деда, моего прадеда и, надеюсь, моего внука. Так вот в жизни получилось, что такая вот у нас династия. Моего сына зовут Сергей, меня зовут Борис, моего отца Сергей, моего деда Борис, прадеда Сергей, а прапрадеда Борис. Вот такая вот простая история, вот такая вот династия канала. Поэтому в память о наших предках, наших дедах канал называется серия Серега Сергей. Вот такая вот мысль, такая вот мысль. Но я не Сергей. Если вы пишете комментарии сыну, пишите Сергей. Если вы пишете комментарий мне, пишите Борис. Так мы хотя бы будем распределять. Ну и продолжение этого канала, это все-таки помочь сыну не бросать начатое, во-первых. Во-вторых, надеюсь, что в каком-то будущем это даст ему какие-то большие, может быть, дивиденды в плане того, что у него будет собственный YouTube канал и будет немного подписчиков. Просто на данном этапе, пока Сергей учится в школе, пока ему 7 лет, я ему буду помогать, чем смогу. Все-таки сын. Вдруг это ему в жизни понадобится. Подрастет, не захочет, пусть бросает. Но на данный момент помогу, чем смогу. Как-то так. Если честно, пользуясь случаем, хотелось бы еще немножко рассказать о планах канала. Как вы знаете, у нас есть Volkswagen T3
Серега его прозвал Толкачев. Не знаю почему, но вот как-то так. В планах, конечно же, его подвосстановить. Возможно, его перевезем на загородный участок, и пока мы этот участок не продали, постараемся сделать полную реставрацию данному микроавтобусу 1984 года выпуска. Про него тоже есть обзор. Вот он. Можете посмотреть. Это, кстати, самое первое видео, где я появился на этом канале. Обзор абсолютно корявый. Видео абсолютно мне не понравилось. Возможно, скоро уберу его с канала, и, скорее всего, его больше вы не увидите. Посмотрим. Тем более видео набрало очень мало просмотров, и хорошо, что оно не завирусилось. Планы также дорабатывать L200, подготавливать его к зиме, к большему оффроуду, поставить чуть больше резину, новую подвеску, доработать немного кузов, дооборудовать шноркель, багажник и решения. Причем для этого мы выбираем сейчас не самые стандартные решения, это точно. Плюс дополнительное освещение и плюс маленько по электрике. На все это нужны деньги, средства, время. Поэтому, если хотите поддержать канал и данные проекты, ссылка на донат будет в описании. Но самая главная ваша поддержка — это поделиться нашими видео с канала с друзьями, знакомыми и написать комментарий. А главное — подписаться. Вот как-то так. Вкратце, может быть, я это видео еще дозапишу, много чего не сказано, много чего не дорассказано, но на то и спонтанное видео. Мы продолжим дальше свой путь по сибирской тайге, по горным речкам. А вам желаю удачи и пока.